Приветствую, дорогие друзья! И сегодня у меня на канале новый интересный гость из Литвы. Исследователь, писатель и общественный деятель Викторас. Здравствуйте. Добрый день. Да, всем Ну, ш- здравия. ну что же, Ну, давайте начнем с повестки. Али, пожалуйста, какое-то вступление, то, что мы сегодня будем обсуждать. да, я, в общем, когда путешествовал, вот я сейчас был по Литве, Польша, и меня удостоила честь познакомиться с Викторосом вот, через наши общих друзей и комьюнити. Вот я узнал о том, какие протесты организовывал Викторос во время локдаунов и хвори 2020 года. Вот, и хотел очень, чтобы мы познакомились поближе, что происходит с Литвой и какая повестка вот глобалистов. Пожалуйста. Хочу еще раз поздороваться со всеми зрителями канала «Конспиролог». Приветствую вас из штаба конспирологов Литвы. Это Кройча Нора. Я имею свой тут подкаст в Литве. И тут мы тоже делаем такие глубинные дипдайвы о том, что происходит в мире, и об этой всей цифровизации и новом мировом порядке, что нас ждет в будущем. Чтобы понять, что происходит, надо немножко залезть очень глубоко в эту кроличью нору. Надо понять причины того, что происходит. Без хорошего понимания истории, и не то, что истории 20 или 50 лет назад, но нужно глядеть и 500, и 1000 лет назад, чтобы понять, что сейчас происходит в мире. А происходит очень много. Тоже было очень приятно познакомиться с Али, когда он был в Литве. Мы разговаривали о том, что происходит тоже и в России, и в мире. Он много путешествует, и очень интересно поделиться с русскоговорящими зрителями, как я вижу, что происходит и в России, и в мире, и в Литве, с Литвы. Хочу начать с того, что тирания не имеет национальности. И, наверное, из России выглядит, что в Литве все там только об этой специальной военной операции России все только против или там поддерживает одну сторону. Но есть вольнодумцы, как я, которые мы смотрим на все эти дела совершенно с другого ракурса. Что и нас, кто против этих всех этой модной болезни, мы вот все тут в Литве, которые говорим немножко против нарратива, нас называют ватниками или кремлевскими агентами. Вот я так тоже вижу, что есть глобалисты, есть власти, которые им работают. Большинство в мире властей, даже там, и тот же и Орбан, и Трамп, и там кого возьмешь, они все равно должны играть с ними в одной команде. 100%. Иначе не работает. Они никогда не допустят кого-то в власти, кто будет им мешать. Всегда есть, на каждого есть компромат, который можно использовать. Чтобы выдвинуть кого-то в власть, не может подыгрывать. Вот это слуга народа, он там за простых людей, он против там диктатуры. Но когда они попадают туда, уже когда все меняется, мы вот видим, что происходит в Америке сейчас. Сколько Трамп обещал его команда, сейчас уже ссорятся они между собой. Так мы обещали, мы не можем, но это за последние годы вот так видно. Вот началась эта болезнь модная, все так вышло в чистую воду. И много людей, даже в Литве, я
был такой один из первых, который начал заниматься вот исследованием этих глобальных конспирологий. И много людей прозрело в 2020-2021 году, когда началась эти локдауны, и все закрылось. Так очень так интересно смотреть, как вот это, как люди прозревают. И сейчас мы были такие, как и антиваксеры, у нас можно было на пальцах сосчитать перед пандемией. А сейчас уже нас много. Так, очень интересно. Да, на самом деле мы действительно по всему миру наблюдали такую картину, что люди, которые в общем и целом раньше никакого отношения не имели там, к теориям заговора в кавычках, да, вообще об этом не задумывались, начали понимать, что что-то не так. Как разные страны, у которых разная конституция, разные законы выполняют одни и те же требования. Причем вот даже если мы берем элементарно вот эту вот всю модную хворь, то есть не может вот эта субстанция распространяться в разных странах с разным климатом. Он просто не выживет в разных климатических условиях. Али, вот тут тоже добавь свое видение. Ну да, вот меня что поразило вот в этом всем, что вот когда я встретил Виктораса, его возможность организовать людей, то есть найти своих людей, которые потом пошли на протест. То есть там, как я понимаю, было 5000 человек, да, когда все было закрыто. И это при том, что в Литве очень большие ограничения были по сравнению с другими странами. Все-таки это европейская страна. И второй момент – это то, что у них даже есть там группа людей, там, с которыми меня тоже Викторас познакомил, которые понимают, что вода тоже загрязненная в Литве, и у них самая прогрессивная есть компания, которая делает самую прогрессивную чистку воды. То есть у них был там тоже штаб-квартира своя, куда нельзя было заходить в масках. То есть если у тебя маска во время этих локдаунов, ты не можешь туда зайти, потому что люди настолько открытые. То есть они настолько пошли против всей этой цензуры. Вот. И вот я у них там заказал тоже системы фильтрации и так далее. То есть люди работают. И третий момент, который я обратил внимание в Литве, что многие русские сайты, они заблокированы. То есть там написано так, как бы EU, я потом пришлю скриншот, то есть под запретом EU. Хотя в Германии, допустим, я могу зайти на эти русские сайты, что интересно. То есть у Литвы, у политиков Литвы гораздо жестче пропаганда против России, именно у политиков. И таким образом кидается опять эта пыль в глаза, что все люди настроены против России. А, кстати, вот вопрос Викторусу. Вот в связи с вашей активной деятельностью социальной вообще, к вам какие-то были санкции или какие-то, так сказать, преследования, может быть, от местных властей? Ну как, есть они, если ты очень активный, но я так всегда стараюсь сопротивляться на грани, чтобы, зачем себя под гильотину бросать сразу. Я все делаю очень профессионально. Я сам жил 13 лет в Соединенных Штатах Америки. Так, я никогда не был в России. Так, меня не очень, может, они как-то что-то мне подкинут. Был я вот в полиции в этом году, вызвали меня. Есть у нас такая история. Есть, знаете, голубые незабудки. Они в советские времена были на всяких открытках, там 9 мая и все такое. У нас самая главная партия консерваторов, они запатентировали эти незабудки и употребляют на 13 января, когда у нас там был у Сейма в 91 году там с советской армией столкновения, погибли люди. Так вот, у нас есть там Витязь, есть Гедеминовичи столпы, такие символы старые, но они стали употреблять вот этот символ где-то в 17-18 году. Так я написал пост в своих соцсетях,
что тут случилось. Наши литовские символы сброшены, а употребляется вот эта незабудка, которая там Альцгеймерс и там масоны и все такое голубое. Так кто-то сделал заяву на меня, что я употребляю советские символы, потому что я в посту вложил советскую открытку с 9 мая. И там есть советские символы. Если кто не знает, в Литве запрещены советские символы. И там геральдика, флаги, все такое. Если ты их пока на своих вот соцсетях покажешь, ты можешь получить 300 евро штраф. Так вот, я сделал этот пост, мой друг поделился, его вызвали в полицию, он сразу заплатил 150, можно заплатить половину, и тогда от тебя отстанет. А если вот не заплатишь сразу, тогда будет суд, там 300 заплатишь. А я такой всегда борюсь и говорю, эй, стоп, подождите. Уже это было, кто-то уже постил это, было в каком-то сайте на СМИ. Я говорю, я только скопировал, и меня извинились, отпустили, все, все кончилось. Так вот, надо всегда бороться и быть волнодумцем, и не сдаваться просто. Так есть немножко вот это преследование, но всегда можно бороться на грани, не надо переступать вот этой красной линии. 100% здесь поддерживаю, потому что людям, когда ты открываешь просто глаза на какую-то информацию, это не всегда обязательно какие-то запрещенные там противоправные действия. То есть это все достаточно доступно, просто многие люди в упор не видят то, что перед ними вот правда, да, как все на самом деле происходит, и некоторые очень радикальные и думают, что этим самым они что-то изменят, а на самом деле, если люди будут радикально как-то пытаться действовать, это наоборот будет на руку глобалистам, ведь цель, в том числе нового мирового порядка, это как раз полицейское государство, где и тотальная цензура, и тотальный контроль, и как раз будет чем оправдать вот введение таких жестких мер. И другое еще такая точка зрения. Многие новопробудившиеся в это последние 5 лет, они там почитают немножко, находят какие-то теории заговора, можно так сказать, и они уже думают, сейчас я как всем расскажу, и все узнают, и все станет меняться. Как раз надо очень осторожно с этой информацией, потому что большинство людей, они не готовы принять эту информацию. И если ты сразу им вбрасываешь, это как раз это бывает, что отброс. Они не хотят тебя слышать и думают, что ты психопат. Так вот, надо очень осторожно с этой информацией. Вот хорошо, вот на этом канале можно открыто говорить, потому что люди уже приходят, знают, что будем говорить немножко посерьезнее про эти вещи. Но с публикой надо очень-очень осторожно. У меня такая вообще в последнее время такая тактика, что надо проверять, с кем ты разговариваешь, очень издалека зайти. И если люди хотят слышать правду, так понемножку им это и даешь. А если ты сразу открываешься и потом еще обижаешься, так как вы, дураки, не понимаете, я же вам говорю. Так вот надо очень-очень осторожно. Это как матрица. Ты находишь, кто хочет научиться, находишь Нео, и тогда, как Морфеус, вот у меня вот эти потели эти, как у Морфеуса, что можно найти человека, посадить его, дать ему эту красную пилюлю и понемножку с ним работать. Нельзя это делать, если человек не готов. Точно, 100%. На самом деле это очень здорово, что за последние годы все-таки количество людей пробуждается. Но вот подскажите, допустим, в Литве сейчас, вот как вы замечаете, вот понятно, что когда была вот эта история 2020 года, да, много людей пробудилось, а вот сейчас вы видите такой же процент прироста или сейчас как будто все снова откатились назад в большинстве своем, да, и очень мало как будто бы сейчас вот людей, которые начинают интересоваться? Что самое интересное, так, это идет такими волнами.
Так уже точно много людей где-то через год после этой хвари уже было большие группы, там наши посты уже собирали много-много лайков и комментариев. Но тогда началась специальная военная операция, и эта болезнь исчезла. И много, которые поняли, что было с этой хворью, они так и остались, которые понимают, что там глобалисты играют игры. Но в Литве много этих антиваксеров, можно сказать, они поддались этой пропаганде желто-голубой. Так было очень страшно. И тогда снова такая травля. Были, как и на том же самом корабле, начали с друг другом грызтись. И опять 25, как говорится. И сейчас очень хороший фильтр такой. Так если ты возьмешь вот это и это, уже переходит, если через эти два фильтра, так уже с этим человеком точно можно садиться и говорить еще пошире о других вещах, как история, фармамафия, там, о любых вещах. Кстати, интересный вопрос. Вот сейчас мы видим и в официальных новостях очень много информации, что в Европе, вот особенно если мы смотрим на Польшу ту же самую, да и в принципе в Швеции, тоже в Финляндии идет какое-то вот нарастание военного потенциала. Как будто бы вот глобалистические структуры хотят подготовить какую-то новую, еще более расширенную войну в Европе. Вот такое ощущение складывается. Что вы по этому поводу думаете? Я смотрю на мир, как вся история идет по спирали. Так закончился цикл столетий. Так посмотрите, что было в 20-е годы прошлого века. Было то же самое. После революции твои дети не предложат родителям, предложить стране и все такое. Но потом, что случилось в Европе, начали расти фашистские режимы. Когда Муссолини это начал в 1921-1922 году. Так это самое мы видим сейчас в Европе, что все эти вот опять после этой свободы и ЛГБТ много этих правых, далеко правых этих идеологий становятся очень популярными в разных европейских странах. Так некоторые радуются, мы дадим сейчас этим, но там тоже есть такой нездоровый национализм. Как я вначале говорил, что тирания не имеет национализма. Это властвующая элита, но она умеет divide and conquer. Использовать это, чтобы управлять. Использовать противоречия. Да, по национальности, по идеологии, по религии. И тогда низы, они не может вот так соединиться, чтобы бороться с главным врагом. Они дерутся с друг другом. Так они это уже отработали через тысячелетия. Так как там Цезарь говорил, разделяй власть. Так вот, они прекрасно это делают. Так наша цель – освещать людей, что мы не враги друг другу, не национальности враги друг другу. А там есть элиты, которые всегда договорятся и будут нас как овцы снимать шерсть. Так вот это надо понять, надо вот соединяться не только вот я делаю свою работу с моими приятелями в Литве, вы делаете вот тут свою работу, надо соединять эти каналы. Много каналов таких же есть очень хороших в этой самой Америке. Которые понимают, там очень умные люди тоже сидят вот и говорят так, как мы, что что-то не так. И не с нами, а наверху. И
этими выборами, с этими партиями, которые там красные или синие, если вы так посмотрите, вот в Америке две партии, да, красные и синие. Там лейбористы и эти консерваторы, красные-синие в Англии. Везде красные и синие. Так это вот то же самое, как матрица. Ты бери красную таблетку или синюю. И эти идеологии очень играют на умы людей. И они думают, что эти были плохие последние 4 года, мы выберем других, что-то изменится. Ничего не изменяется. Это как, знаете, эти американские рестлинг, где они там, они выходят на ринг, там притворяются, что борются, а потом за кулисами пьют шампанское и говорят, смотри, как мы их сделали. Они поверили, что мы деремся, но никто не дерется. Это же те самые лоббисты работают, они финансируют обе стороны всегда. 100%. И это в каждой стране мира. Политика вот эта, она всегда такая была. Эти партии — это как мафиозные структуры. Они борются за власть. Так и говорится, борются. И за власть для себя, чтобы свои дела решать. Им пофиг, что о них думает народ. Когда они уже оказываются там, им неинтересно, что о них думают. Так вот это надо очень сильно себя бить в голову. Абсолютно точно. И вот Али тоже приглашал уже как минимум 2 раза сына Дэвида Айка из Англии. Ну, вы знаете, наверное, Дэвида Айка тоже. И, собственно, вообще, вот с кем бы мы ни общались, да, там, так или иначе, в других странах, ты понимаешь, что есть люди, которые также в других странах понимают, что происходит. Али вот уже, наверное, сам с этим часто сталкивался, так как он путешествует очень много. Вот, кстати, может быть, он сейчас и расскажет, какая ситуация у людей с пониманием происходящего в разных странах. Ну, я как раз думал, вот мы говорили про соединение там Литвы и России. Вот я был в Польше сейчас, тебе еще не прислал видео, но там были очень большие митинги и протесты против иммиграции. И они приняли очень многих украинцев, но с другой стороны там подстегивается вот эта правая партия для того, чтобы они ходили там, протестовали, потому что у них не только там украинские иммигранты, сейчас, допустим, на подходе там Ближний Восток и так далее. И они хотят себя огородить от всего, и поэтому эти партии, они используют тоже память великого там княжества польского или еще что-то, вот этой шляхты, посполиты, и как бы вот это используется для того, чтобы подогреть людей чтобы быть более таким, национализм, короче, простым словом национализм. Вот, и я смотрю, как это там, вот сейчас я нахожусь в Берлине, и понимаю, что в Берлине уже иностранцы настолько прогнули здесь свою власть, то здесь иностранцы уже давно интегрировались. Ну, не интегрировались, а давно иммигрировали. Допустим, мы стояли в метро с моим дядей, и подходит ливанец или турок и просит деньги. Парню может быть лет 16. Вот. И мой дядя дает ему деньги, моему дядя пенсионер, ему почти 80 лет. Я говорю, почему ты ему даешь деньги? Он говорит, лучше дать и не связываться. Вот. То есть здесь, вот в Германии уже чувствуется, что народ тоже устал, но уже как бы их настолько перепрограммировали людей, что я не знаю, какой здесь национализм может вспыхнуть, разве что если глобалисты реально задействуют все инструменты, которые были там 100 лет назад, но немцы просто уже не чувствуется вот этого национального единства, просто как будто бы люди просто устали. А в Польше наоборот, у людей очень много духа, они готовы бороться, у них такой мощный национализм и так далее. Поэтому я думаю, что в каждой стране глобалисты тоже используют свою стратегию для того, чтобы ослабить людей. В Польше я не видел каких-то там на небесах, каких-то полосок, допустим. В Германии я это вижу почти каждый день.
Вот, то есть, да, это очень интересно наблюдать, как вот ты пересекаешь границы. То же самое в Литве. Вильнюс и Каунас очень сильно отличаются. То есть, когда я приехал в Вильнюс, я часто вижу эти были флажки, там Украина, ну вот это «Слава Украине», вот эти все посылы. Вот, в Каунасе я такого похожего не видел. Может, оно есть, но оно не так бросается в глаза. И в Вильнюсе больше видно ну, вот всяких ЛГБТ, движений и так далее. То есть тут даже от городов зависит, как люди пробуждаются. Мгм. Да, на самом деле, вот я говорю, много повесток, которые глобалисты используют для того, чтобы людей переформатировать ментально прежде всего. Кстати, вот тоже одна из таких, я считаю, просто мега важнейших тем на сегодня. Мы часто это тоже с Али обсуждали. И вот, Виктор, хотелось бы узнать, как в Литве с этим дела обстоят. Вот я сейчас говорю про продукты питания, которые в магазинах продаются, потому что мы видим за последнее время, кстати, и в Америке, и в России, и вообще по всему миру сокращается количество фермерских угодий, особенно вот частных фермеров, которые еще чистые продукты питания могли поставлять на рынок, да, и мы видим, что постепенно уничтожается частное фермерство, а те продукты, которые в магазинах продаются, вот на прилавках, они, мягко говоря, не очень хороши для человека, то есть очень много сейчас каких-то аутоиммунных заболеваний появляется из-за того, что обрабатывают те же фрукты там веществами химическими. Как вот в целом с продуктами питания в Литве дела обстоят? Как мы говорим с моими приятелями, в этих супермаркетах пищи нет. Там, ну, я уже давно не покупаю ни мясо, ни творог, ни молоко в супермаркетах. И мне повезло, я живу за Каунасом немножко, так мне фермеры привозят чистое молоко, творог, там, яйца, все такое. Но большинство людей, им неважно, не идет, покупает все. Я всем говорю, не покупайте, если уже это переработано, и если там это из Mars Corporation или там американские Nestle, все это не еда, это трава. Ее нельзя кушать. Так эти все сейчас, как эти, которые летают, не москиты эти, которые... Мухи? Комары? Не, делают муку из саранча. Саранча, мне кажется. Да? Да, мука из насекомых. Да, мука вот из насекомых застряла. Так это очень пропагируется. Вот там едешь на какую-то ярмарку, уже стоят палатки, вот попробуйте, это новая пища, там белков очень много. И все идут, как прекрасно, как тут хорошо, надо спасать мир. Есть еще одна агенда, это вся зеленая политика, которая не имеет детей, потому что дети это загрязняет мир, там все это CO2, эти все тоже, ну, это очень-очень в Европе это продвигают очень-очень сильно. И они так борются с фермерами, там всякие вырезают курей, там свиней, ну там очень-очень трудно с продуктами питания в Литве. Так и если пойдешь, так практически ничего сделанного в Литве. Все импортировано. Там большинство из Польши продукты, потому что они умеют как-то, вот как Ли говорил, националистически, они заботятся о своих фермерах, делают им льготы всякие. Так мы не можем с ними конкурировать. Так ситуация очень-очень простая с пищей. Так вот, другая агенда, о которой мы тоже вот как осознательные люди должны понимать, что чистая вода, чистая пища, что не употреблять этот алкоголь, магазины, которые трава тоже. Это все сделано, как бы работает вместе с фармамафией, все доктора, пойдешь, можешь есть, что хочешь,
но пойдешь к доктору, получишь какую-то волшебную пилюлю и будешь здоров. Но не работает так. Надо заботиться о себе, смотреть, что ты кладешь себе в рот и в голову, какую информацию принимаешь. Так это все осознание. 100%. Тут мне нечего добавить. Вот на самом деле та же повестка с мукой из насекомых, она и в России, что интересно, продвигается. Тоже уже есть первые компании, которые хлеб пекут там. В общем, тоже активно и в СМИ вбрасывается эта идея, в то время как количество тех же фермерских угодий сокращается, а открывать вот этот вот фермерский бизнес становится все менее и менее выгодным для людей, вот, потому что им приходится продукцию повышать, себестоимость, а людям, конечно, дешевле купить вот эти продукты, мягко говоря, не очень хорошего качества в других магазинах, вот, ну, в обычных. Ну вот Али сам это не понаслышке тоже знает, он и может на примере разных стран рассказать вообще, как, в какой стране, например, вот ему довелось более-менее чистые продукты питания попробовать. Ну да, есть такая очень интересная легенда, что насекомых съедать нас научили там древние африканские племена и так далее. Но я когда начал копать глубже, общаться со старейшинами, они говорят, это все произошло после колонизации. То есть после того, как нас колонизировали, стерли всю историю, и потом внедрили в сознание людей, что ваши предки кушали всех этих насекомых и так далее. Хотя там есть такой элемент, называется хитин, вот, который очень сильно влияет на шишковидную железу и так далее. То есть у человека вырабатываются очень такие жесткие животные инстинкты, и, ну, короче, они хотят, чтобы люди вообще кардинально отупели. Вот. И я когда... Вот почему мне нравится находиться... Допустим, вот я когда был в Литве, мы пошли тоже на фермерский рынок, там был настоящий творог, который не пастеризованный. Вот, то есть таких мест все меньше и меньше становится. Допустим, в Польше тоже есть вишня, которую я в детстве кушал еще, когда рос в Украине. Вот, это можно найти у местных фермеров, которым там дают разрешение. Допустим, в Литве я не наблюдал такое количество фермеров. Ну, то есть фермерские рынки, но нету таких прилавков, допустим, как вот мы привыкли, что вот ты подошел к прилавку и можешь там у бабушки, дедушки купить там вишню, черешню и так далее. То есть все как-то более организовано в западном мире. Вот Литва, Германия, Польша, все-таки этих прилавков гораздо больше. И я просто как бы окунулся в детство. Такого у меня давно не было, что я пробовал продукты, которые я просто с детства уже забыл, что они даже есть. Там вместо черешни, вишни и так далее. Там алыча, допустим, какая-то и так далее. Вот. Поэтому добавлю ко всему, что вот в Азии Азию очень сложно перебороть в этом плане, потому что у Азии очень тесная связь фермеров с продовольствием. И получается, если я покупаю тот же самый там soursop или дуриан в магазине, ну, он примерно такой же, как на рынке. Но, допустим, бананы, они уже не такие настоящие в магазине, как у фермеров, потому что те бананы, которые в магазине, они специально под туристов заточены, потому что турист не хочет есть банан с косточками. Вы что, с ума сошли? Что такое банан с косточками? Вот, то есть он уже не имеет такое. Это настолько люди, скажем, отупели, что им кажется, что оно так должно быть. Вот. Что ананас должен быть такого размера. Хотя самые древние ананасы, они вообще такие. Вот. И это те знания, о которых мы уже забыли, но я рад, что есть такие еще. Вот у Виктораса есть связь с фермерами. Вот в Польше еще как-то это более-менее налажено. Так что, и добавлю по поводу воды. Меня поразило, что в Литве бутылочная вода, она в основном вся... Там есть литовские бренды, но там много Данона, который из Франции и так далее. И там вода просто противная. Она еще хуже, чем с крана.
я замерял тестером своим. И поэтому всем советую вот систему обратного осмоса, чтобы не зависеть от этих бутылок и от корпораций, которые просто дурят нас уже десятилетиями. Да, 100%. Друзья, на самом деле очень здорово, что вот мы сейчас доносим до людей информацию, все из разных стран сейчас сидим, да, и что везде есть здравомыслящие, трезвые люди, которые прекрасно понимают, как оно происходит на самом деле. Викторос, вот от вас что бы хотели пожелать зрителям вот в это непростое время, какие, может быть, советы бы дали? Учиться каждый день. Я это делаю. У меня нет никаких хобби. Я там не охочусь, не рыбачу. Мотоциклы, автомобили мне не интересно. Я каждый день исследую, как работает этот мир. Вот мы с Али много разговаривали. Я ему показывал. Как раз заканчиваю писать книгу такой немножко альтернативной истории. Хроники тысячелетия, чтобы понять, как работает этот мир, надо знать, откуда все пришло. Так, моя книга будет с первого крестового похода до этих дней и закончится манифестом для будущих поколений. Что делать? Так, учиться каждый день. Так, и в России очень много есть символов, которые вы в геральдике вы употребляете, которые они не ваши. Завоеватели принесли вам и оставили. И они каждый день перед вашими глазами. Так вот, люди не понимают, как это все работает. У нас это тоже. Нам принесли иезуиты, вам принесли Олденбурги. Так, если мы еще встретимся в другом эфире, я смогу побольше рассказать, как я вижу эту глобальную историю, почему происходит то, что происходит. Слушайте, это замечательная идея. Все, в следующий раз мы тогда специально делаем эфир, который посвящен будет этому вопросу. Истории человечества. Да. Али, что-нибудь скажешь напоследок? Да, всем желаю здоровья, смотреть почаще на небеса, потому что я уже забыл, что нужно смотреть вверх, что там происходит. Вот. Да. И будьте бдительными. Дорогие друзья, обязательно ставьте пальцы вверх, если беседа для вас была содержательной и интересной. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Telegram и на Бастион. Все ссылки будут в первом закрепленном комментарии. Берегите себя. Всем пока.